Так вот, это уже второй видос с обзором на снапы. В этот раз на МК-14 EBR, а первый видос был на Элку. Выбрал я МК-14, потому что больше всего реакций в видосе под Элкой было именно на эту снапу. А на втором и третьем месте одинаково вышло на СВД-М и выхлоп. Если такая тенденция сохранится, то следующий видос будет об одной из этих снап. Но вы можете повлиять на это комментариями с нужным вам ганом. И вообще я заметил, что сейчас в сторону МК-14 летит много хейта, что это мусорган и т.д. Давайте сегодня это и выясним. Вдруг тут не все так однозначно, и у этой пушки есть свои плюсы, и все не так плохо, как могло показаться. Я бы еще хотел ее сравнить не только с похожими снайперками, а еще и с автоматами. МК-14 EBR, или же просто EBR-ка, это мастерская автоматическая снайперская винтовка, которая само собой бартерится в ветке снайперок, что логично, за вот такие ресурсы. Калибр данного гана 7,62, а по статам на плюс 15 ситуация такая. 68.75 урона. Как будто бы не так много, как для снайперки. У некоторых автоматов недалеко от этого ушло. Но при этом у них есть намного больше скорострела, которого у EBR не так-то много, всего-то 400. Выходит, по статам она слабенькая получается. Но не может же быть все так плохо. Давайте разбираться дальше. Перезарядка 3,5 секунды и токсическая 3 секунды, что тоже дольше, чем у автоматов. Доставание и прицеливание аналогично по ситуации с перезарядкой, тоже дольше. Разброс от бедра 4%, что также дольше, чем другие автоматы. А где же ее преимущество? А вот тут начинается самое интересное. Разброс у нее 0,1, что довольно мало. И это хорошо, это первое преимущество. Далее отдача 0,62 и 0,14 в стоке. Это уже лучше, чем большинство автоматов ее же калибра, но уступает многим остальным. Но следующее важное преимущество – это практически отсутствие падения урона. Его почти нет. А дистанция у этой снайперки 195 метров. Но есть еще одно важное преимущество. Это множитель урона в голову 1,4 и 0,9 по конечностям. Это сильное преимущество над автоматами и даже над некоторыми снайперками. Потому что далеко не все обладают 1,4, некоторые и по 1,25. Из всего вышесказанного можно подвести небольшой итог. Это оружие для средней и дальней дистанции со снайперским геймплеем. По модульности тут ситуация такая. В стоке у нее 20 патронов, но есть магазин на 50. Я, конечно, его сделал, потому что 20 ПТ это не дело. Но у этого магазина есть пара недостатков. Первое, он бартерится за 17 сыворотки. А дальше, как видим, есть ощутимые дебафы. На ствол я, конечно, рекомендую брать глушитель. Лучшим вариантом я считаю антитезу, по той причине, что разброс нам тут особо не важен. Лучше бы скомпенсировать отдачу и нарастание отдачи, которое с 50 патронником чувствуется при зажиме, если доходит до перегрева, который тут на 36 патроне. Из более доступных глушителей можно взять мини, но у глушителя есть тоже минус. Это доставание и прицеливание, которое тут и так довольно длинное. Но если хотите без глушителя, то можно взять из мастерских АК-ем, если есть, а из более доступных Один. Тактический блок тут без альтернативы. И рукоятка, я присматриваюсь к РК, конечно опять-таки она дает дебафы прицеливания и доставания. Как вариант, можно взять еще утяжелитель, чтобы не было дебафов доставания и прицеливания, но будет минус скорость. Если скорость не нравится, то остается перо. Но если не хотите долгое прицеливание, но нет мастерских обвесов, то тогда придется брать Фортис. По прицелам тут субъективно, кому как удобно, но лично я бегаю с вот этими. По патронам у нас какая ситуация? Есть вариант бегать СЭП, СБП, БПшки или динозавр. СЭП, по идее, должен лучше работать против пакетов из-за разрыва, но фактически нет. У него минус бронебойность и собственно меньше урона. Конечно, у него лучший кровотек, чем у других патронов, и да, в теории враги должны лучше вытекать, особенно пакеты, но, как по мне, это не совсем то, что нужно этому гану. Далее динозавры. По урону патрон такой же, как у ББшки, но лучше ломает пластины. Конечно, если вы не шибко стреляете в голову, то можно взять эти патроны. Но, как по мне, одна из ключевых преимуществ EBR-ки – это множитель в голову, так что все-таки лучше всего себя будут показывать СБП патроны. Я думаю, даже не нужно объяснять почему. Хотя в опене я в принципе бегаю с ББшками, и этого достаточно. Ган универсальный, спокойно подходит для того, чтобы даже пофармить спотики. Конечно, на каких-то сессиях может быть смысл брать зажиги, чтобы резать эффективку, но тут уже кому что лучше. Давайте так, сейчас сравню EBR-ку по ТТК с автоматами, чисто для общего понимания,
Потом перейдем к сравнению со снайперками. Смотрите, тут ситуация такая. По телу на ближней дистанции ЕБР прям очень сильно проигрывает. Но если брать по головам, то тут ТТК все равно отстает, но уже не такой большой разрыв. Если говорить о ситуации на 10 от 60 метров, то у ЕБР почти ничего не изменилось. А вот автоматы просели. Правда, даже так у ЕБР все равно показатели не очень. Но по головам на большой 10 тут уже ЕБР выходит в доминацию. Но тут тоже не все так просто. Если уже взять, допустим, Сатурн, то у ЕБР уже фактически нет преимуществ, кроме разве что точности. А вблизи даже по головам, мягко говоря, посапывает. По сверхтяжах ситуация чуть лучше, напоминает ситуацию с штурмой. Из этого можно сделать вывод, что ЕБР лучше справляется с более плотными костюмами, чем с тоненькими. Собственно, теперь какая ситуация среди снайперок? Эх, еще придется Кьюбу покупать. Ладно, так и быть куплю. Но куплю на твинка, с которого и фармил ресы на снапы. Захотелось в кои-то веки побегать на полумостах с норм стволом. Болтовки я, конечно, не брал в сравнение, а только автоматические и пару полуавтоматических. На ближней дистанции ЕБР на предпоследнем месте по телу. По голове она чуть вырывается вперед, но незначительно, и уступает ВСК, Волне и СССР. Все это, к сожалению, применимо и к дальней дистанции. Тут разве что Волна уже проседает. То, о чем мы говорили об автоматах по костюмах, то тут также, с тоненькими она справляется хуже. Если посмотреть по ДПСу, то тут в лидерах КьюБУ, далее ЕБР и Скар на удивление внизу. Если сравнивать ЕБР с КьюБУ, так как по мне она ближе всего похожа на ЕБР, то можно сказать так, объективно КьюБУ будет лучше. Во-первых, у нее меньший вес. Во-вторых, пусть и у них разный урон и скорострел, но ДПС и ТТК будут лучше у КьюБУ. Да, у ЕБР лучше показатели разброса, но хуже отдача, что, как по мне, чуточку важнее. Даже по модульности КьюБУ будет лучше. Больше вариантов магазинов можно поставить, включая 75 патронник, который сейчас недорогой. Но проще, конечно, сделать 60 патронник. А в остальном, в принципе, то же самое, разве что на ствол чуть другие обвесы. Но что можно сказать по итогу? Честно говоря, ЕБР, к сожалению, сейчас уступает по характеристикам конкурентам. Ему бы добавить чутка урона или скорострела было бы найс. Но тем не менее, он в каком-то роде играбелен, и с него можно даже неплохо наваливать, несмотря на то, что есть недостаток характеристик в сравнении с другими. Так или иначе, он более-менее неплохо играется в опене. Мне было комфортно, и я бы не назвал его полным мусором. Но стоит ли его бартерить? Только на ваш страх и риск. Это снапа для средне-дальних дистанциях, и если ты хочешь что-то похожее из автоматических снайперок из бартера, то лучше, наверное, будет сделать ВСС. Ну а на самом деле намного проще купить Кьюбу и Магаз на 60 патронов сбартерить. Это сейчас не так и дорого, и играться будет получше, чем с ЕБР. Так думаю я. Вы можете с этим не соглашаться. Ладно, на этом, пожалуй, все. Осталось 3 снапы под обзор. На какую будет больше комментов и лайков, такую выпущу раньше.